Привет, друзья, подписчики мои! Сегодня я буду готовить сало в рассоле. Сало можно готовить двумя способами. Первое в рассоле, а другой сухой способ. Ну, сухим способом я покажу позже. Сегодня будет сало в рассоле. Для этого я купил вот такой килограммовый кусок корейки, либо грудинки. И его нужно будет правильным образом обработать. То есть замечательно считается, когда мясо и сало примерно 50 на 50. Но тут у меня чуть больше мяса, мне так больше нравится. Вот, первым делом нужно вымыть кусочек и обшкребти шкуру хорошо. Далее нужно срезать кости. Вот здесь ребра есть. Нужно их срезать, они никак нам не помогут. Они пойдут в другое блюдо. Вот. Вечером их пожарим. Срезаем ребра. Вот. У нас получается вот такой кусочек сала с мясной прорезью. Далее, еще нам нужно будет лавровый листок, перец черный и душистый горошком, 5-6 зубчиков чеснока, 4 столовых ложки соли, 2 столовых ложки сахара, литр чистой воды и вот такой пучок петрушки. Сало я уже практически подготовил, то есть его помыл, обрезал ненужные кости и пошкреб. Теперь для удобства я его просто перережу на 2 части. Вот так. Получилось вот такие 2 части небольших, толщиной где-то 4 сантиметра. Этого вполне достаточно для сала. Если толще сала, нужно будет дольше просто его солить. Итак, теперь будем готовить рассол. Рассол я буду готовить вот такой небольшой кастрюльке. Для начала я выливаю сюда литр воды чистой. Далее всыпаю 4 столовых ложки соли. Затем 2 столовых ложки сахара. Далее горошек душистый и черный перец. Достаточно будет 3 листочка лаврового листика. Теперь нарезаю чеснок. Чеснок я буду нарезать маленькими небольшими пластинками. Теперь беру примерно половину чеснока и отправляю его в кастрюлю с рассолом. Далее ставим кастрюлю на медленный огонь. Далее доводим рассол до кипения, кипятим 3 минуты, после чего нужно снять с огня и обязательно остудить. Теперь сало нужно поместить в вот эту емкость и залить его рассолом. Для этого я беру вот чеснок, который у нас остался, и отправляю на дно. Вот. На дно. Вот, немножечко так разровняем его. Затем сюда выкладываем наши куски сала. 1 и 2. Далее мне нужно накрошить петрушки. Крупненько. Вот так примерно. И выкладываю ее поверх сала. Теперь сало мне нужно залить остывшим рассолом. Залить нужно полностью, чтобы рассол покрыл сало. Вот. После того, как я залил сало рассолом, мне нужно его поставить под гнет. Для этого я использую крышку этой же кастрюльки стеклянной. Вот так я кладу сюда крышечку, сало придавливается. И все это отправляю в подвал на 4-5 дней просаливаться. И вот пролетело 5 дней с того момента, как я поместил сало в рассол. А сейчас самое время достать его оттуда и проверить, в каком состоянии оно. Снимаем нашу крышку гнет. И достаю кусочек сала. Как вы заметили, мясо не потеряло свой цвет практически. То есть оно не стало серым, невзрачным, оно такое красное, красивое, как и задумывалось. Я думаю, что сало уже просолилось очень хорошо, поэтому я буду его отмывать от рассола специй и обсушу, и затем помещу на некоторое время в морозильную камеру на хранение, и потом покажу, нарежу его кусочками, покажу, как оно выглядит, и продегустирую. Значит, сало я достал из рассола, обсушил его при помощи вот таких бумажных полотенец.
И теперь я хочу добавить к нему немножечко приправ. Приправы можете добавлять любые, которые вам нравятся. Это могут быть там итальянские травы, приправа карри и прочее, прочее, прочее. Я же взял смесь перцев, сушеный чеснок и паприку. Сейчас я буду обсыпать этими приправами, специями. Для этого я смешаю 1 столовую ложку паприки, чайную ложку смеси перцев и столовую ложку сушеного чеснока. Этим всем составом я посыпаю сало со всех сторон. Далее сало отправляется на несколько часов в морозилку, а впоследствии на постоянное хранение, если оно успеет там полежать. И вот настал тот чарующий момент, когда я буду дегустировать кусочек сала. Берем кусочек сала после морозилки, немножечко, чтобы он оттаял обязательно. И теперь его просто перерезаем сразу пополам, чтобы посмотреть текстуру, которая у нас получилась. Вот. Получилась вот такая замечательная красивая текстурка. Здесь у нас, как видите, есть мясо. Вот прожилочки. И сало замечательное. Теперь нарежу такими кусочками тоненькими. Сало можно нарезать толсто, можно тонко, кому как нравится больше. Я нарезаю не очень толсто, вот так. Люблю, чтобы они светились практически. И все. Можно приступать к трапезе. К салу, как положено, надо взять чеснок.